Однажды вечером листал я старые каталоги перед сном, и взгляд мой упал на один набор, уж не знаю, чем он меня привлек изначально, или лейблом 9-вольтовой электрики, или черно-зеленой цветовой гаммой, как в наборе, со сканером штрих-кодов. Пошел я на Bricklink глянуть цены на этот набор, думая, что, как всегда, старый набор будет дорого, и я быстренько про него забуду. Но набор меня приятно удивил своей ценой, и какое-то время посомневавшись, я все-таки его заказал. Ну и пример ради, что еще у нас было в каталоге 2 года. Шаттл и, собственно, набор с барканами. Выбор был богатый. Также у меня завалялся буклетик 97 года, где мы можем увидеть этот набор среди остальных. Вот. И, собственно, видны различные топовые наборы того времени. И набор со сканером штрих-кодов, и свежий набор для моторизации, и прошлогодний топовый набор Шаттл, и погрузчик с пневматикой, и, собственно, наш набор. Даже выделен цветной рамочкой. Ну и давайте посмотрим на то, что ко мне приехало. А набор ко мне приехал без коробки, без инструкции. Инструкцию я докупил отдельно. Детальки я раскидал по лоткам. А по инструкции слегка прошелся утюгом, потому как она была совсем уж в непотребном виде. Ну и давайте сначала изучим инструкцию. И на первом развороте нас встречают доступные варианты сборки. Дело в том, что в 80-е и 90-е годы была популярна концепция так называемых мультисетов или Universal Building сетов, где изначально предполагалось, что из одного набора можно собрать несколько моделей по инструкции. В технике сейчас даже не всегда альтернативные модели нам предлагают, разве что в серии Creator 3 в одном осталось что-то похожее на эту концепцию. И дальше мы видим процесс сборки. Первой будем считать основной модели этого набора. Не сказать, что у этого набора сильно сложная инструкция, но по современным меркам 25 шагов это как-то немного. Например, подсборки из этого набора в современных инструкциях были бы в нескольких шагах отдельно представлены. Ну и дальше нас ждут остальные модели этого набора. А на паре последних разворотов нас ждет инструкция по моторизации основной модели, то бишь вертолетика. А на последней странице мы видим след будто бы от укуса. Видимо, кто-то пытался прохавать техник. Ну и давайте перейдем к деталям этого набора. Собственно, лифтармов в наборе практически нет. Тогда были только вот такие изогнутые лифтармы. Видим также техник-плейты. Необычная относительно нашего времени деталь. Видим техник-брики, основной на тогдашний момент строительный материал. Что еще? Различные скосики. Вот один принтованный с приборной панели вертолета. Немного зеленого для разнообразия. Разная мелочевка, коннекторы, детали двигателя. Немножко совсем шестеренок и один червячок. И, собственно, электрика и оптические трубки. Давайте про них мы поговорим подробнее. Собственно, ради этого набор и задумывался, как я понимаю. Главным интерактивным электрическим элементом в наборе является вот такой вот оптический излучатель. Кроме этого, в наборе имеется батарейный блок для кроны и провод, чтобы два этих элемента можно было соединить. У излучателя также есть механический вход в виде отверстия под ось. Этот вход бесполезен, если на деталь не подан электрический ток, но стоит подать питание, и вращение входа будет поочередно активировать различные секции излучателя. Ну и дальше к этим выходам цепляются трубки, и свет, соответственно, бегает по ним, что мы увидим дальше. Ну и давайте посмотрим на второй лоток с деталями. Смотреть здесь особо не на что. Колеса, систем-плейты, немножко осей, опять же пины. Да, у нас совсем немного черных пинов. По современным меркам это смотрится дико. Ну и в целом могу сказать, что в этих лотках у меня может быть совсем чуть-чуть лишних деталей. Продавец перед отправкой жаловался на низкое качество некоторых деталей, и я слегка их досыпал. Синий пин вот тут валяется справа, возможно, пал у меня откуда-то из другого набора сюда. В общем, давайте плавно переходить к сборке этого набора.
Ну и про сборку можно сказать, что она достаточно интересная. Если вы уже набили руку на современных техник-наборах, то стоит посмотреть на наборы из 90-х. Тут есть много техник из система, даже из наборов серии Expert или Creator. Много непривычных современному технарю деталей и способов крепления. При том, что это все еще техник, это механизмы, это электрика. Хотя данный набор, мягко говоря, на механизмы и электрику скуп. Но об этом дальше. Собираю, как вы видите, только первую модельку вертолета. И на видео не попал, к сожалению, финал сборки. Сборка уже самого винта. Но я думаю, что это не критичный момент. И вот мы видим модель в сборе. И что же у нас по функциям? А у модели у нас две основных функции. И, собственно, этими функциями управляет вот эта вот ручка-крутилка. Ну, или же, если угодно, маховик. Вращая этот маховик за ручку, мы можем передать вращательный момент на лопасти нашего вертолета. Ну, а если мы активируем блок питания, спрятанный под кресло пилота, то мы можем заметить, что у нас начал работать наш оптический излучатель. И, соответственно, синхронно с винтом у нас поступает вращение на механический вход этого излучателя. И видим, как у нас переливаются наши световоды. И да, наша моделька достаточно легкая, поэтому приходится придерживать ее рукой, чтобы ее не снесло при вращении маховика. И это, в принципе, все развлечения, которые доступны нам с этой моделью. Ну, разве что вот здесь еще есть у нас что-то, имитирующее не то камеру, не то какое-то вооружение. Да, мы знаем, Лего у нас пацифисты. И, в принципе, все. Ну, развлечения ради, мы можем проверить, поместится ли в наш вертолет пилот. Кресло рассчитано под техник-фигурку. Вот такой вот усатый мужичок вызвался быть нашим пилотом. Да, батарейный блок мешает удобной посадке фигурки в кабину, но, тем не менее, мы с этим справляемся. И даже можно попробовать зафиксировать фигурку. И видим, что в целом сидеть фигурка там может, но как-то она выступает за границы кабины, которые очерчены у нас гибкими трубками. Ну и, в принципе, игровой потенциал модели у нас исчерпан. Разве что можно еще вручную покрутить винт в хвосте. Не знаю, почему леговцы поленились сделать на него привод. В принципе, там все решалось еще парой угловых передач и парой осей. И давайте перейдем к моторизации модели. Для моторизации требуется отдельный набор моторизации, либо отдельные элементы этого набора, как, собственно, было это и у меня. Для моторизации из модели извлекается комплектный блок питания, на его место ставится 9-вольтовый мотор, но без блока моделька начинает крениться назад, этот момент не продуман. Ну и я вот так вот решу этот вопрос, поставив блок под хвост вертолета. Подаем питание, и что же мы видим? Все у нас вращается теперь в автоматическом режиме, нет необходимости яростно вращать маховик. Ну и, соответственно, с блока можно менять направление вращения винта. То вот такая висела у нас моторизация. На самом деле в таком виде модель смотрится достаточно прикольно и намного интереснее за ней наблюдать. И давайте убавим свет, чтобы можно было понаблюдать за главным элементом этой модели — оптической системой. Ну и, собственно, дальше я с разных ракурсов подснимаю оптическую составляющую этого набора, а потом вообще перепрыгну на внешний источник питания. Но суть набора от этого не изменится. И, в принципе, очень необычно это смотрится. Жалко, что было всего 3 набора.
На один мы сегодня с вами посмотрели, и еще один у меня есть. И на этом моменте мы, наверное, будем с вами прощаться. Можете рассказать в комментариях, интересно ли вам, так же, как интересны мне старые LEGO Technic наборы. Напишите, если вы хотите увидеть какие-то альтернативные сборки этого набора. В целом я буду рад любой вашей реакции на этот ролик и другие мои ролики. Всем пока!